Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить грибы, тушеные в сметане, с луком и сыром. Так готовил грибы мой папа, и я с детства люблю это блюдо. Это блюдо не жульен, так как технология приготовления иная. 500 грамм лука я нарезала кольцами и поливаю его соком одного небольшого лимона. Оставляю мариноваться на 10-15 минут. Это 3-литровый чугунный казанок моего папы. Он по возрасту, наверное, старше меня. Именно в нем папа готовил грибы. В казанок кладу лук и 500 грамм нарезанных крупными кусочками шампиньонов. Объем грибов большой. Добавляю 2 столовые ложки сметаны вместо жира. Но это делать не обязательно. Накрываю казанок крышкой и тушу грибы на медленном огне примерно 2 минуты. Объем грибов уменьшился. Перемешиваю. Солю. Посыпаю черным молотым перцем по вкусу. И снова перемешиваю. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Жидкости выделилось много, поэтому казанок крышкой не накрываю. Пусть влага немного испарится. Готовлю, периодически помешивая, примерно 3-5 минут. Я натерла на крупной терке 300 грамм сыра. Можно использовать любой сыр, твердых или полутвердых сортов по вашему вкусу. У меня голландский сыр. Сыр кладу не весь. Часть оставляю, чтобы украсить им 3 порции грибов. Добавляю сметану. Всего я добавила 300 грамм сметаны жирностью 15%. Жирность сметаны по вкусу. Тщательно перемешиваю и готовлю под крышкой примерно 3 минуты на медленном огне. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Грибы уже готовы, но можно подержать их на огне без крышки еще немного, чтобы испарить лишнюю влагу. Я хочу вам показать, как можно подать грибы в качестве самостоятельного блюда. Но если вы грибы будете использовать как подливу, то выключайте плиту. У меня есть такие пиалы. Покажу вам 3 порции грибов. В этих пиалах можно поставить грибы на праздничный стол. Объем пиал 350 мл. Посыпаю грибы оставшимся сыром и отправляю пиалы в микроволновку, чтобы сыр расплавился. У меня в казанке еще остались грибы. Вот такие вкусные грибы у меня получились. Выглядят они как жульен, только не в кокотницах, а в пиалах. И порции для такого блюда, как по мне, слишком большие. Но мои мужчины любят есть эти грибы именно в таком объеме. Есть их лучше горячими. Это блюдо из грибов достаточно жирное и сытное. Готовится быстро, а получается вкусно. Тушеные грибы можно использовать и в качестве подливы, например, к картофельному пюре. А если в казанок добавить готовые спагетти или макароны и тушить под крышкой все вместе еще 1 минуту, то получится очень вкусная паста с грибами. Я люблю есть эти грибы именно в таком варианте.
Рекомендую приготовить грибы по этому рецепту. Они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!